Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро, а это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, я хотела бы рассказать вам о нашем втором закрытом канале на Бусти. Слева сейчас появится QR-код, по которому вы можете перейти и за подписку всего в 299 рублей в месяц смотреть шок-контент и те расклады, которых нет и не будет здесь на YouTube-канале, потому что YouTube их может заблокировать, друзья. Также хочу поблагодарить всех тех подписчиков, которые с нами на закрытом канале на Бусти уже с прошлого года. Вы помогаете нам становиться лучше. Ваши имена и ники сейчас появятся на ваших экранах. Друзья, спасибо вам, что вы есть у нас. Также напоминаю вам о том, что есть второй закрытый телеграм-канал, то есть это второй канал не Бусти, где все те же самые видео, что и на Бусти, друзья, и стоит он точно так же 299 рублей в месяц для всех тех, кому неудобен Бусти или кто не может там зарегистрироваться. Друзья, напоминаю вам, что у меня есть личные консультации, обрядовые свечи, которые мы делаем своими руками из натурального воска. За обрядовыми свечами, обрядами и личными раскладами просьба обращаться ко мне в личку. В комментариях под видео указана моя личка, мой номер телефона. Напоминаю вам также, что можно поставить лайк после 30 секунды этому видео, для того, чтобы видео увидело как можно больше людей. Если вам действительно понравилось видео, пожалуйста, жмите лайк, жмите на колокольчик, для того, чтобы всегда быть в курсе событий, которые происходят на канале Энергия Таро. А сегодня с нами карты «Безумно умный» Патрика Валенса. Здравствуйте, карты! И по многочисленным просьбам и вашим вопросам делаем сегодня расклад на Евгения Кунгурова по тем вопросам, что вы оставили в комментариях, и мы не успели раскрыть их в прошлый раз. Сначала я думала, что сделаю шот-видео, но шот-видео здесь придется делать очень много, и я решила сделать еще один расклад. Вопрос номер один, который волнует многих, и даже то, что я на него отвечала в своем прошлом раскладе, я отвечу еще раз сегодня на него. Мы все еще раз на него ответим, дабы закрыть эту тему. Сам ли Евгений Кунгуров ушел из жизни, друзья? Первый вопрос. Сам ли Евгений Кунгуров, карты, скажите нам, пожалуйста, правду, ушел из жизни? Сам ли Евгений Кунгуров ушел из жизни? Да или нет? Сам ли Евгений Кунгуров ушел из жизни? Да или нет? Выпрыгнул из окна, друзья. Карта башня, но что-то этому поспособствовало. Обратите внимание, что человек действительно летит из окна. Но есть другой человек, который уже лежит внизу. Как говорится, думали то, что это дно, а снизу постучали. Да? Тот, кто уже находится на дне. И этот человек жив сейчас, друзья. И этот человек влиял на подсознание Евгения. Либо это влиял какой-то человек, либо это влияла какая-то сущность. То, что Евгений выбросился сам, в этом нет сомнений. Однако что-то повлияло на его подсознание, потому что крыша башни – это наш головной мозг, это наш центр, это наше подсознание, на которое может повлиять другой человек, либо какая-то сущность, друзья мои. Смотрим дальше и раскроем этот вопрос поглубже. На ком ответственность, на ком лежит ответственность за смерть Евгения Кунгурова? На ком лежит ответственность за смерть Евгения Кунгурова, потому что Евгений Кунгуров сам бы этого не сделал. Да, он сделал это сам, но в конце концов это либо сущность в его голове, да, и в его теле. Мы об этом говорили с вами в прошлый раз, про заключение темного договора его отцом. Либо это какой-то человек, повлиявший на него извне. И вполне возможно, что даже с этим заключенным темным договором он бы мог продолжать жить дальше. Так на ком же все-таки ответственность за смерть Евгения Кунгурова? На ком лежит ответственность? На ком лежит ответственность за смерть Евгения Кунгурова? На ком лежит ответственность? На женщине, на императрице, на жене, на маме, на приближенной женщине. Это либо женщина и жена другая, чья-то жена, либо это супруга именно Евгения Кунгурова, да, которая хотела слишком много по карте девятка кубков, хотела слишком многое, возможно, сделала для себя то, что не должна была делать, да, сделала что-то с подсознанием Евгения. Мы об этом посмотрим. Спрашивали у меня про приворот, делала ли Ирина Милетина приворот на Евгения Кунгурова. Все это мы посмотрим с вами сегодня, друзья. Итак, на ком лежит ответственность за смерть Евгения Кунгурова? Лежит она главным
образом на женщине, именно главным образом. Вполне возможно, что там есть еще какие-то фигуры, еще какие-то лица. Но последний, возможно, разговор какой-то не очень приятный был именно с супругой, да, мы видим супругу, императрицу. Семерка мечей говорит о том, что человек изгалялся, как-то пытался понравиться, я имею в виду Евгения, да, именно вот перед супругой как-то пытался изгалиться, извертеться для того, чтобы ей было хорошо. Но здесь желания ее не были исполнены, не были выполнены, и она встала в позу. Здесь вот об этом речь, друзья мои. Сейчас как раз поподробнее поговорим про Ирину Миледину, вообще про их жизнь, поговорим про Елену Максимову, о которой вы спрашивали. Следующий вопрос. Был ли на кого-то обижен при жизни Евгений Кунгуров? Возможно, кто-то косвенно мог послужить причиной смерти Евгения Кунгурова. Мы уже выяснили, что это женщина. Но давайте выясним, кто еще мог это сделать. Был ли на кого-то обижен при жизни Евгений Кунгуров? Был ли на кого-то обижен при жизни? Был ли на кого-то обижен при жизни Евгений Кунгуров? Если да, то на кого? На женщину, королева Пентаклей, которая, кстати говоря, обращает внимание только на средства, на доходы, на ресурсы, на деньги. Королева Пентаклей – это женщина, которая очень любит расчет, расчетливая женщина. Она даже здесь наступила на своего ребенка и не обращает на детей никакого внимания, только лишь бы мне было хорошо. На кого был обижен Евгений Кунгуров? Выходит у нас сразу карты двора, друзья, да? Но карты невозможно обмануть, и все сразу понятно. Очень говорящая колода у нас с вами сегодня. На кого был обижен при жизни Евгений Кунгуров и кто, возможно, косвенно мог послужить причиной смерти Евгения Кунгурова? Кто? Это женщина, друзья, да? Женщина и мужчина. Мужчина жестокий, холодный, узурпатор, человек, который не принимает отказов. Это король мечей. Король мечей, у которого есть свои приспешники, у которого есть люди, которым он доверяет, и эти люди в низшей касте, в отличие от короля мечей, да? Король мечей, который имеет какую-то вышестоящую должность, вполне возможно, или когда-то был связан с войной или военными действиями. Был ли на кого-то обижен при жизни Евгений Кунгуров? И, возможно, кто-то косвенно мог послужить причиной смерти Евгения Кунгурова. Кто? Вот они вдвоем спелись, такое ощущение, да? Или кто-то вдвоем спелся, мужчина и женщина, четверка жезлов, договорились о чем-то, или разговаривали про Евгения в последнее время, да, вот перед уходом из жизни Евгения. Вполне возможно, что мужчина и женщина разговаривали и делились какими-то новостями у Евгения, а Евгений по тузу мечей пытался защищать свои границы. Здесь говорится, друзья мои, об этом. Хорошо. Следующий вопрос. По поводу как раз супруги второй, Ирины Милединой. Виновна ли каким-либо образом? Сразу у меня выпадают карты, да? Императрица, представляете, выпадает сразу. Говорю, виновна ли каким-либо образом. Смотрю на фотографию Ирины Милединой. Сейчас специально поставила на паузу, друзья мои, чтобы посмотреть на фотографию Ирины Милединой. Говорю, виновна ли каким-либо образом выпадает императрица. Невероятно, но факт. Виновна ли каким-либо образом вторая супруга Ирины Миледина? Она сама выходит здесь. В уходе из жизни Евгения Кунгурова виновна ли каким-либо образом, косвенно, пусть да, пусть не прямым образом, потому что виновным может быть человек, который наговорил каких-то гадостей человеку, и человек совершил уход из жизни, да, самостоятельный. Виновна ли каким-либо образом Ирина Миледина в смерти, ухода из жизни Евгения Кунгурова? Нераскрытые чувства рыцаря кубков по отношению к императрице. Почему-то он с этой женщиной не мог раскрыть всех своих чувств и эмоций. Он был как в броне, защищался от нее. Или не любил ее до конца, любил кого-то другого, понимаете? Потому что рыцарь кубков отвернут от императрицы. Сначала выскочила императрица, хозяйка положения, человек, который очень любит себя, очень любит либо пластическую хирургию, либо человек, который просто заботится о себе в первую очередь и только потом о близких. И затем вышел рыцарь кубков, который очень чувственный, нежный мужчина, любящий вообще этот свет, этот мир и людей вокруг себя, потому что таковым и был Евгений Кунгуров, но он почему-то не может выразить всех чувств и эмоций вот этой женщине. Виновна ли косвенным каким-либо образом? Да, виновна. Король Пентаклей. Что за король Пентаклей? Какой-то король Пентаклей, у кого она была в музах. Какой-то мужчина еще был у этой императрицы, какой-то вышестоящий, руководящий какой-то должности, при деньгах, либо он как-то очень сильно нравился, либо она ему очень сильно нравилась, вот и встал между ними Евгений, да? Интересно, по семерке кубков, а здесь говорится о том, что она была его музой, либо, знаете, какой-то флирт был, несерьезные отношения, либо этот король Пентаклей как-то раньше участвовал в жизни императрицы, вот здесь вот об этом речь, да?
Виновна ли каким-либо образом? Косвенным образом, да, виновна. Конечно, не она его с балкона скинула, но тем не менее. Королева мечей обиженная. Обиженная императрица, обиженная королева мечей на Евгения Кунгурова обиделась и поэтому пошла к какому-то королю пентаклей. Интересно, да? Обиженная королева мечей обиделась на Евгения Кунгурова, ее супруга. Здесь об этом речь, друзья. Да, виновна косвенным образом. Хорошо. Следующий вопрос. Кто был причиной разлада в семье Евгения Кунгурова и Ирины Милединой? Кто был причиной разлада, потому что разлад все-таки был, собиралась разводиться с ним супруга в 2023 году. Кто был причиной разлада в семье Евгения Кунгурова и Ирины Милединой? Кто был причиной, главной причиной разлада в семье Евгения Кунгурова и Ирины Милединой? Высшие силы вообще не хотели, да? Высшие силы не видели их пару вместе. А высшие силы, десятка пентаклей, кто-то договорился друг с другом. Кто-то договорился друг с другом, чтобы в семье была апатия, чтобы в семье все стагнировало или деградировало. Кто-то, кто не показывает своего лица. Кто был причиной разлада в семье Евгения Кунгурова и Ирины Милединой? Сами высшие силы были против этого брака, хорошо. Кто был причиной разлада? Тот, кто не показывает себя. Любовница. Любовница, любовник. Кто был причиной разлада? Покажись, пожалуйста, друг мой. Кто был причиной разлада в семье Евгения Кунгурова и Ирины Милединой? Тот, кто был раньше с человеком. С кем? С мужчиной, с женщиной. Кто влез в семью, понятное дело, да? Кто испортил все, кто давно следил. Женщина причина разлада наконец-то вышла. Королева жезлов. Главная причина разлада, из-за чего разозлилась и обиделась на Евгения Кунгурова Ирина Миледина, это женщина. Королева жезлов наконец-то вышла. Долго не хотела себя показывать, друзья мои. Королева жезлов женщина воинственная, яркая, темпераментная, сексуальная, необузданная. Королева жезлов еще может заниматься какими-то оккультными практиками. Разлад в семью, по двойке кубков в семью внесла как раз она, тот, кто раньше был с мужчиной, тот, кто раньше был с Евгением Кунгуровым, уже колесо фортуны. Колесо фортуны еще показывает нам фатализм. Без нее нельзя, без этой женщины никуда, не могу. Причина разлада из-за того, что все по восьмерке жезлов ушло, ну то есть из-за того, что как раз-таки супруга Ирины Миледина захотела развода. Это женщина, которая давно следила за Евгением Кунгуровым, никак не могла его отпустить. Любовницей она его была, его женщиной, которая стремилась к нему достаточно давно. Карта звезда еще указывает на то, что она могла быть женщиной шоу-бизнеса. Хорошо, друзья мои. Докопались до истины немножко, потихонечку, понемножечку, да. Как раз-таки про Елену Максимову мы сейчас поговорим, женщину из шоу-бизнеса, да. Действительно ли причастна Елена Максимова, вот сейчас как раз открою ее фотографию, да, смотрю на нее, действительно ли причастна Елена Максимова каким-либо образом к разладу в семье Ирины Милединой и Евгения Кунгурова? Прям докопаемся до сути, чтобы по верхам не ходить. Действительно ли причастна Елена Максимова каким-либо образом к разладу в семье Евгения Кунгурова и Ирины Милединой? Причастна ли каким-либо образом? Вот она как раз, да, скрывается по пятерке пентаклей, не хочет себя показывать. А здесь у нас на карте моральные нормы. Моральные нормы нарушает человек. Моральные нормы изображает, столб моральных норм изображает церковь и следит за человеком, который уподобился чему-то, вот, да, то есть влезть в чужую семью, например. И она скрывает себя, потому что ей это самой не нравится. Ей самой не нравится быть любовницей, быть причиной всех этих бед. Действительно, Елена Максимова была каким-то образом причастна к тому, что разлад в семье был. Старший аркан колесница у нас выходит. Здесь такое ощущение, что она недополучала от Евгения того, чего хотела. Вполне возможно, что Евгений хотел остаться в семье. Она вроде к нему стремилась, но очень тяжело все шло. Вот прям, знаете, как вот колесница здесь без ног, да, колесница здесь одним колесиком управляет. И такое ощущение, что она как-то к нему стремилась. Да, она была одной из причин разлада, потому что так или иначе она себя показывала или, возможно, писала Евгению. Но она почему-то была в апатии. Она стремилась совершенно к другому. И опять высшие силы здесь против их
ключевых союза. Против союза с Ириной Милединой и против союза с Еленой Максимовой, потому что Евгению Кунгурову нужна была совершенно другая женщина, неспосланная Богом свыше. А здесь этого не было, друзья. Ни в первом союзе, ни в первой паре, да, вот с Еленой Максимовой, когда он ушел от первой жены как раз-таки к Елене, ни с Ириной Милединой не было вот этой взаимосвязи. Высшие силы были против. Это тоже судьбоносная женщина, и первая и вторая кармические, но кармические не значит по судьбе, да, кармические не значит ты должен жить с ней всю жизнь, а не для опыта тебе, для какого-то. Так была ли причиной разлада в семье Евгения Кунгурова, Ирины Милединой, Елена Максимова? Она не видела выхода, то есть он в любом случае остался бы, возможно, с женой, если бы жена не начала там вот бракоразводный процесс, да, потому что к Елене он вроде бы и чувствовал что-то, но понимал, что без выхода их отношения. Это, знаете, когда вот такое бывает, что либо когда приворот ставят на человека, но здесь я не вижу приворота, я здесь вижу, что он все-таки пытался от нее как-то отойти, от Елены Максимовой, да. Она одна из причин, но это далеко не главная причина разлада в их отношениях. Какая-то женщина, любовница, однако такое ощущение, что Ирина Миледина здесь немножко накрутила для того, чтобы сыскать свою выгоду и для того, чтобы побыстрее уйти от мужа. Для чего она это сделала, непонятно. Возможно, у нее был какой-то свой мужчина на стороне, да? Хорошо. Действительно ли Ирина Миледина хорошо общалась с Еленой Максимовой? Был такой вопрос у меня, да, почему-то как будто бы Евгений Кунгуров упомянул в одном своем интервью то, что его супруга хорошо общается с Еленой Максимовой. Так или не так? Так это или не так? Действительно ли Ирина Миледина хорошо общалась с Еленой Максимовой? Да или нет? Да нет, прям сразу выходит. Нет, ни в коем случае. Ненавидят друг друга. Верховная жрица здесь страдает мизантропией, человека-ненавистничеством. Ненавидят друг друга. Характеристика личности, основная суть Ирины Милединой. Давайте посмотрим еще раз на ее фотографию. Хочется раскрыть женщин обеих. Характеристика личности, основная суть Ирины Милединой. Карты у нас сегодня прямо говорят, как нужно. Все рассказывают нам, всю правду. Характеристика личности, основная суть Ирины Милединой. Что это за человек такой? Ирина Миледина, двойка кубков. Человек предающий, человек неверный, изменяющий, не только изменяющий своим родным, близким людям, но изменяющим своим принципам. Да? Здесь об этом речь. У нас двойка кубков – это измена со смертью или заключение темного договора, да, здесь все возможно. Вполне возможно, что по двойке кубков человек не гнушается какими-то оккультными практиками, приворотами, черной магией и так далее. По характеристике личности человек двуличный может быть, человек искушенный, не берущий на себя ответственность за себя и за других людей, тем более. Двойка кубков еще может означать двойственный знак зодиака, весы, близнецы, вполне возможно водный знак зодиака, да, чувственный знак зодиака, очень сильно и очень часто поддающийся чувствам и эмоциям. То есть не мудрая женщина, да, которая не рационально мыслит, а наоборот ведется как раз-таки на свои чувства и на свои эмоции. Хорошо, младший аркан не управляет своей судьбой, манипулируема кем-то. Характеристика личности, основная суть Елены Максимовой, тоже приблизим ее фотографию. Характеристика личности, основная суть Елены Максимовой. Характеристика личности, основная суть Елены Максимовой. Что это за человек такой? Что за человек такой Елена Максимова? Карта Дьявола 15-го старшего аркана очень хорошо привязывает к себе людей. Кстати, карта Дьявола может обозначать лярву в прямом смысле этого слова, то есть сущность, не человека, да, но мы сейчас это все выясним и посмотрим. 15-й старший аркан Дьявола – аддикция, привязывает к себе людей. Невероятная харизма, сексуальность, до животного, доводящая до животного чувства, до животного звериного уровня, собирает вокруг себя толпы, притягивает к себе внимание, любит отвечать пакостями какими-то, потому что очень злопамятно. Человек в случае с Ириной Милединой был безответственный, здесь наоборот берущий на себя ответственность от А до Я. Человек в паре самый главный, если вступает в отношения, друзья. По 15-му старшему аркану Дьявол. Любит делать, как я уже сказала, да, что-то, отвечать взаимностью человеку. Если человек любит ее, то она отвечает взаимностью. Если человек не любит, то, соответственно, начинает пакостить и начинает вредничать. Вот здесь вот такой интересный дьявол у нас. Хорошо, любила ли Елена Максимова Евгения Кунгурова на самом деле?
Любила ли Елена Максимова Евгения Кунгурова на самом деле? Любила ли Елена Максимова Евгения Кунгурова на самом деле? Или знаете, у таких женщин бывает как просто собирать трофей, хотя мужчина, Евгений Кунгуров, я имею в виду, был тоже очень красивым. Любила ли Елена Максимова Евгения Кунгурова на самом деле? Паж жезлов. Тут, знаете, отказ от чувств, очень рационально мыслит человек, рискует всем для того, чтобы совершить какую-то работу, работа, которая идет в топку. Почему? Почему? Двойка жезлов, выкорчевывать из сухой земли чеснок. Ей почему-то невероятно было трудно в этих отношениях. И ему было трудно с ней, ей было трудно в этих отношениях. Ну, рискну все равно, да, все равно пойду в эти отношения, нырну с головой, но что-то вот не получилось, не срослось, не сработались, как говорится. По восьмерке кубков я не вижу, что это какая-то очень глубокая любовь. Я вижу, что она давлела над Евгением. Она ему что-то говорит, указывает, тебе вот это нужно сделать, тебе вот это нужно сделать. Такое ощущение, что знак зодиака такой мощный. Тут либо огненный, да, это лев, либо близнецы, воздушный знак, которые постоянно любят указывать. Вот я сказала, так и будет. Ты меня слушай. А Евгений почему-то не хотел с этим мириться, да, вроде и нравилась привлекательная женщина физически, но ментально он не мог ее выносить. Вот поэтому, да, рыцарь мечей это остро реагировал на ее выходки, и поэтому они в целом и не могли быть вместе, друзья мои. Вроде как и нравились друг другу физикой, но тут же еще как-то жить с человеком нужно, правильно? Делала ли Елена Максимова приворот на Евгения Кунгурова? Делала ли Елена Максимова приворот на Евгения Кунгурова? Да или нет? Обиженная женщина, императрица, обиженная женщина, императрица, обижена на императрицу, рыцарь кубков тут вообще ни при чем. Тут такое ощущение, что вот между двумя девушками, между Еленой Максимовой и между Ириной Милединой какая-то такая вражда. Елена Максимова обижена была на Ирину Миледину. Я не вижу здесь карты. Я вижу здесь только карты двора, я вижу здесь один старший аркан, это императрица. Тут, как знаете, не Елена Максимова делала на него приворот, потому что мы как раз говорим о привороте, а такое ощущение, что жена делала. А Елена Максимова была просто обижена на жену, потому что знала, что она это сделала. И потому что рыцарь кубков отворачивается и от Елены Максимовой, и от Ирины Милединой, потому что при привороте человек и не любит человека, и ненавидит. И, соответственно, на другого человека тоже не смотрит. Понимаете, в чем здесь обида? Женщины обе знали, что с Евгением не так. А был на нем приворот. И приворот был не от Елены Максимовой, а от Ирины Милединой. Действительно ли делала приворот на Евгения Кунгурова Ирина Миледина? Действительно ли? Привороженные долго не живут, помните, да? Действительно ли делала приворот на Евгения Кунгурова Ирина Миледина? Действительно ли делала приворот? Пыталась как-то самостоятельно решить проблему, решить задачу какое-то одно время, потому что ей тоже было тяжело с Евгением. Вполне возможно, что Евгений, либо загулял, либо что-то другое случилось, да, либо она хотела его к себе привязать каким-то образом, потому что здесь у нас вышла сразу супруга. Делала ли приворот втроем, все отношения втроем какие-то, знаете, вот кому-то ходила для того, чтобы повлияли на его подсознание. Да, она не сама делала, то есть она вроде как и знает какие-то оккультные практики, черную магию, да, но она кому-то ходила, кому-то ездила, чтобы случилась башня. Помните, самый первый аркан у нас выпал башня для того, чтобы влиять на подсознание человека. В итоге на подсознание человека это повлияли, и человек, собственно говоря, покончил с собой, да, из-за того, что был приворожен кем? Приворожен императрицей. Два старших аркана выпали как раз на супругу, друзья, все остальные младшие, и карта двора выпала на Елену Максимову и на Евгения Кунгурова. Все, именно Ирина Миледина делала этот приворот. Выяснили. Были ли сущности в теле Евгения? Были ли сущности в теле Евгения? Кто их подсадил? Каким образом? Были ли сущности, естественно, да, если на него делали приворот, если был заключен отцом темный договор, это мы просто уточняем, друзья мои. Были ли сущности в теле Евгения Кунгурова и кто их подсадил? Были, конечно, да, биполярное расстройство личности. Биполярка – это либо от рождения было биполярное расстройство личности, к сожалению, психологическое заболевание, либо здесь говорится о том, что на его подсознание влияют. Посмотрите на дурака, который показывает на свою голову и говорит, что у него что-то
что-то не то с головой. На него давлеют, на него влияют, рыбы какие-то непонятные кусают его за ноги, да, и он одет в смирительную рубашку с цветом биполярного расстройства личности. Красная и белая мания. Стадия мании сменяется стадией депрессии. Вполне возможно, что на психологический диагноз Евгения Кунгурова еще наложили приворот, и это должным образом сработало на человеке. Поэтому человек ушел из жизни, друзья мои. Были ли сущности в теле Евгения? Были, помимо психологических заболеваний, еще сущности, которые говорили ему, что делать, или говорили ему, что не нужно делать, потому что на него сделали приворот, соответственно. Давайте узнаем. Елена Максимова, Ирина Миледина – это люди или существа? Вы у меня спрашивали, друзья. Все ваши вопросы сегодня задаю. Елена Максимова – человек или существо? Лярва, да, которая сосет жизненные соки и так далее. Елена Максимова – это человек или существо? Елена Максимова – это человек или существо? Человек у нас выходит с грехами, с мужским характером, с мужским стержнем и с грехами. Грехи какие-то есть, да, и она как-то себя винит в чем-то. Тут человек явно выходит, рыцарь Пентаклей. Здесь у нас не вышла сущность, хотя и 15-й старший аркан дьявола говорит о ее характеристике личности, но это еще не говорит о том, что она существо, о том, что она лярва. Здесь есть какие-то грехи, которые она таит в себе, хранит и унесет с собой в могилу. По тройке кубков, то, что ей самой в себе противно осознавать. Рыцарь Пентаклей – это карта манипулируемого кем-то человека за деньги. То есть она тоже очень любит деньги, ресурсы, славу и все, к чему это можно приравнять. Итак, Ирина Миледина. Сейчас откроем ее фотографию. Это человек или сущность? Ну, была бы она сущностью, она бы не обращалась, наверное, да, к тому, кто сделал приворот на Евгения, она сама что-то сделала. Ирина Миледина – это человек или сущность? Карта Солнца, карта просветленного человека. Просветленного человека, который боится. Человек, сущность, бояться не может. Страхи, сомнения, тревоги, апатия – этому подвержены только люди, друзья мои. Плюс еще нарциссическое расстройство личности и путь к просветлению. Просветленный человек занимался какими-то практиками, однако она не смогла сама приворожить самостоятельно Евгения, поэтому обратилась к кому-то. Человек-эгоист, человек-нарцисс, человек, любящий себя, имеющий много страхов и сомнений на самом деле в глубине души. И человек просветленный, это значит, знает какие-то знания, которые содержатся в пути левой руки. Путь левой руки – это черная магия, друзья, оккультные практики. Следующий вопрос. Была ли ссора у Евгения Кунгурова с его отцом? 7 апреля 2024 года вы меня спрашивали, о чем разговаривали отец и сын. Я делала как-то на это шорт-видео, но оно маленькое, коротенькое, поэтому я сделаю сейчас отвечу еще раз на этот вопрос. Была ли ссора у Евгения Кунгурова с его отцом 7 апреля 2024 года? Была ли ссора? О чем разговаривали отец и сын? Карта семейная, как раз, да, встретилась семья. Карта повешенных, кто-то из них находится в состоянии жертвы, о чем-то договариваются. Кто-то из них змей, а кто-то жертва. Кто-то пытается договориться с другим человеком, то есть либо отец пытается договориться с Евгением, что, скорее всего, да, давит на него как-то. Как раз-таки в состоянии повешенного, в состоянии виктивности находится Евгений и не принимает какие-то его уговоры, какое-то его давление. Ему это претит, его давление. Начинание, не заканчивающееся успехом. Королева жезлов. Про королеву жезлов, с которой не получилось до конца. Про женщину разговаривали. Про королеву жезлов, с которой не получилось до конца. И отец, такое ощущение, что давит на сына. Это не столько ссора, сколько давление. Моральные, да. Тройка мечей – это карта сопротивления, карта предательства. Но здесь такое наигранное театральное предательство. Отец говорит, ты предал ее, наигранное театральное предательство. Отец вроде бы не за женщину, но так как он его отец, он должен ему это сказать. Вот ты ее предал, да. Встретился с какой-то другой девушкой, ты предал свою королеву жезлов. Начинание, не заканчивающееся успехом, это вы не дошли до конца, вы разводитесь. И вот он это все выслушивал. Сын, тебе надо меняться, сын, тебе надо в семье оставаться и так далее и тому подобное.
вещи. И карта смерть потом произошла, да, как раз-таки. А смерть – это естественная физическая смерть Евгения Кунгурова. И карта смерти – это карта трансформации. Но еще карта смерти, здесь обратите внимание, смерть здесь давлеет над своим ребенком. Точно так же давлел над своим ребенком отец в момент, как раз-таки, когда они встретились 7 апреля 2024 года. Почему постоянно рядом с сыном был его отец? То есть почему постоянно рядом с Евгением Кунгуровым был только отец? Участвовала ли как-то мама в жизни сына? И какие были отношения с матерью? Я тоже делала шорт-видео, но это было короткое видео. Давайте еще раз ответим на этот вопрос. Почему постоянно рядом с сыном был отец? Почему постоянно рядом с Евгением Кунгуровым был отец? Да, действительно, был, давлел, он писал его судьбу, он говорил ему, как нужно жить, потому что он самый главный в семействе, да, проткнул своим скипетром золотого бычка, настоящий император, который говорил, как жить, как быть, советовал, всячески лез, да, и то, что надо, и то, что не надо, советовал, в конце концов. По 7 кубков пытался устроить жизнь своего сына и подписывал за него тот же самый темный договор, да? В прошлом видео я об этом говорила. Хорошо, а участвовала ли мама в жизни Евгения Кунгурова каким-либо образом? Мама тоже манипулятор тут еще, да, очень хороший, да. Конечно же, здесь главным образом первенство занимает отец. Мама тоже хороший манипулятор. Мама чем-то манипулировала. Участвовала ли мама в жизни сына? Какие были отношения у Евгения Кунгурова с матерью? Постоянно наблюдение какое-то. Вот за ним постоянно идет слежка, наблюдение. Постоянно говорят ему, как жить. Я больше так не могу, говорит Евгений. Устал так вообще, ужас какой-то. Не ощущение, что меня дурят. Не ощущение, что меня принимают за шута Горохова. Потому что я лежу в шутовском наряде. И ощущение, что меня действительно дурят, что меня обманывают, что это не я живу, что я проживаю не свою жизнь. Какие-то комплексы с детства, которые навязывали вот именно родители. Мы же про родителей сейчас говорим. Комплексы. Я прячусь от осуждения. Помните, да? Человек прячется от осуждения морально-нравственных норм каких-то, да? Церковь здесь у нас является воплощением морально-нравственных норм. Постоянно за мной слежка какая-то. Я хочу своей жизни. Что мне? Своей жизни хочется, но я не могу. Колесница движется вроде, но движется как-то очень медленно. Это моя жизнь от меня уходит. Все, фаталити, колесо фортуны. Я либо начинаю новую жизнь и иду в новом теле в новую жизнь, скажем так, да, переродившись. Либо колесо фортуны говорит просто про фатализм, что все, вот так, а не иначе я буду жить дальше. Что мне будут постоянно советовать, и надо мной будут постоянно давлеть. Я от этого никуда не уйду. А так как он все-таки уважал мнение своих родителей, он не мог просто так взять и послать куда подальше, да, вы уж извините меня за выражение. Он все-таки прислушивался, но тем не менее слушать этого уже не мог. Участвовала ли мама в жизни сына? Да, так или иначе, но как она участвовала, как участвовал отец, это тоже нужно понимать. Я понимаю, что вы сейчас мне напишите и скажете, да, очень многие комментарии были, зачем вы так про родителей? Родители бывают разные, друзья мои. Не забывайте, что если... И не подумайте, что если вы вот хороший родитель, то это не значит, что вот тот родитель хороший для этого ребенка, да, для Евгения Кунгурова. Даже если он хорошо высказывался о своих родителях в интервью, это не значит, что это действительно замечательные родители. Замечательные родители – это когда человек понимает своего сына или дочь. Вот понимание, взаимопонимание, уважение – это всегда важнее всего в семье, да. При любом ли раскладе Евгений Кунгуров ушел бы из жизни в 40 лет? Это было по судьбе. При любом ли раскладе, вопрос такой был от вас, друзья, при любом ли раскладе Евгений Кунгуров ушел бы из жизни в 40 лет? Это было по судьбе, карта Солнца. Он должен переродиться в скором времени, друзья, потому что здесь он был раб. Раб не в прямом смысле этого слова, а в заточении был. Да? Здесь мы видим морального инвалида, который держит пентакль. И вроде все есть у меня, да ног нет, чтобы пойти самостоятельно. Хочу к просветлению, хочу к солнцу. Хочу возвыситься, хочу переродиться. Хочу вести, а не быть ведомым. Потому что в танце ведет только один. А он хотел быть ведущим, а не ведомым. А ведомым была вся его жизнь. Он был ведомым в своей жизни. При любом ли раскладе Евгений Кунгуров ушел бы из жизни в 40 лет. Это было по судьбе, королева кубков. Два старших аркана выходит, что да, по судьбе, да, то, что он был в заточении, то, что талантливый человек, талантливая русалка в заточении. Королева кубков, он имел очень женственный характер, такой очень мягкий, добрый, послушный, внимательный, и поэтому он был вот рабом вот этой системы под названием его семья, да, вы уж извините, что я так говорю. Он был в заточении, и при любом ли раскладе он бы ушел, да, он должен был переродиться, ибо свои кармические ошибки он не прошел в этой жизни, он должен
должен был их пройти уже давным-давно. Свои кармические задачи он будет прорабатывать уже в следующей жизни. Где сейчас душа Евгения Кунгурова? И когда переродится, вот как раз, да? Где сейчас душа Евгения Кунгурова? Меня многие спрашивали, с Богом ли, со светлыми ли силами. Всегда душа сначала попадает в астральную проекцию, друзья. Неважно, самоубийство, убийство человека, неважно вообще. Каждый человек проходит через не очень хорошие моменты для души, скажем так, да, в том мире, и в светлые моменты. Через светлые моменты. Где сейчас душа Евгения Кунгурова? Где сейчас душа Евгения Кунгурова? Пока не находит выхода, не находит своего тела, это тем более, да, потому что пока до перерождения еще далеко, несмотря на то, что он скоро переродится, скоро для души это, друзья мои, 10-20 лет. Для нас это не скоро, конечно, да, Верховная Жрица пока находится на пересечении каких-то времен, скажем так, да, пока для него все тайно, пока для него все непонятно, пока он в загробном мире, вот в астральном мире, девушка гуляет здесь по кладбищу. Его что-то учат, что-то говорят, как-то порицают, возможно, да? Для того, чтобы добраться до определенного места, до своего будущего тела, ему нужно много еще пройти. Но он не в этом мире, а в том мире уже находится, друзья мои. И правда ли, последний вопрос такой интересный был, правда ли, что Евгений Кунгуров является реинкарнацией Элвиса Пресли? Даже есть такое видео, по-моему, на ютубе, наберите, пожалуйста, посмотрите, если не смотрели. Правда ли, что Евгений Кунгуров в этой жизни являлся реинкарнацией Элвиса Пресли? Правда ли, что Евгений Кунгуров являлся реинкарнацией Элвиса Пресли в этой жизни? Нет, друзья, нет, это просто домыслы. Это просто домыслы. Нет, тут все младшие арканы выпадают. Нет, на этот вопрос отрицательный ответ. Друзья мои, пишите свои комментарии, что бы вы хотели знать о Евгении Кунгурове. Возможно, вполне, что мы сделаем третью часть, потому что все ваши вопросы, которые были, я собрала. Напоминаю, что у меня есть личные расклады, обряды, и мы делаем обрядовые свечи из натурального воска своими руками. А по вопросам обучения картам Таро, пожалуйста, обращайтесь ко мне также в личку. Личка указана в комментариях под любым видео. Кстати, как раз-таки на колоду Безумной Луны у меня есть обучение, состоящее как из теории, так и из практики. А я вас очень люблю и до новых встреч!